Здрасте, с вами Даник Крастер и лаборатория Build Not Bombs. Сегодня, как вы догадались из названия, мы будем говорить о бамбуке. В нашей стране этот материал не часто встретишь на строительных прилавках в силу того, что произрастает он в основном в Азии. Но нам удалось выцепить немного этой чудо-травы. Да, вы не ослышались, именно травы. Поэтому присаживайтесь поудобнее, потому что мы сегодня будем использовать бамбук не совсем по назначению. Мы, напротив, постарались собрать в этом видео самые необычные варианты его использования. Погнали! Дмитрий Сергеевич, у тебя удочки от деда остались? Повыкидывали все, а чё? Да ладно, ничего. Чертов бамбук, где ж тебя найти-то? О, наконец-то нашелся. А чё так далеко-то? В такую даль только на колесах можно добраться. Хорошо, что машину я нашел гораздо быстрее благодаря дрому. Если тебе тоже нужен помощник для передвижения, качай дром по ссылке в закрепленном комменте и кайфуй от выбора тачек. Чё, погнали? Бамбук ваш искать. Вы же любите затариваться всякими вкусняшками перед просмотром ютубовских новинок. В этот раз мы хотим перекусить вместе с вами. Тем более работы нашим научным сотрудникам предстоит немало. Где колпак, блин? А готовить мы будем пельмешки. Скажете, при чем тут бамбук? Узнаете чуть позже. А пока замесим тесто и начнем говорить об этой необычной траве. Кстати, бамбук выращивают и в нашей стране, например, на Сахалине и на Курилах. Но даже учитывая этот факт, достать его в свежем виде у нас в Россиюшке довольно проблематично. А работать с этим материалом желательно сразу после спиливания ствола, пока он сочный. Нам же удалось достать для съемок уже довольно подсушенные бамбуковые компоненты, работать с которыми было немного сложновато. Но заходя вперед, скажу, что мы с своей задачей справились. Такс, нам для приготовления нужна некоторая кухонная утварь, а из бамбука, как многие знают, можно сделать что угодно. Поэтому берем первый ствол и на торцовке делаем самую что ни на есть скалку для теста. К слову сказать, даже длиннющие стволы бамбука очень легкие, что добавляет плюс 10 к мобильности этого чужестранного материала. Вот теперь совсем другое дело. Раскатка теста выходит на новый уровень. Лайфхак для домохозяек, живущих в азиатских странах. Тесто раскатано, теперь нам нужно вырезать из него окружности для самих пельмешек. Берем нашу скалку и заостряем ее край на шпиндельно-шлифовальном станке. Материал шлифуется очень быстро, так что снова плюс 10 очков, теперь уже к обработке. Вырезаем круглые заготовки, раскатываем их, и теперь уже можно приступить к самой лепке. Какой же крутой запах стоит в мастерской, будто бабки пригнал в гости. Вода уже кипит, пельмешки слепленные можно закидывать. Не забываем про лаврушку и душистый перец. Да, и бамбук тоже давайте закинем. Раз азиаты любят его использовать не только в строительстве, но и употреблять в пищу, почему бы и нам не вкусить бамбуковый нектар? Мало кто знает, но бамбук бывает и черным. Он растет на Антильских островах и в принципе ничем кроме окраса не отличается от собратьев. Так что если вам втюхивают такие вот необычные стволы, не стоит этого опасаться. Мы сегодня используем бамбук необычно, поэтому давайте сделаем из него лыжи. Проверим, как поведет себя материал, привыкший к теплому климату в наших суровых климатических условиях. Заодно проверим, насколько бамбук податлив к изгибанию и прочим манипуляциям. Для начала разрезаем ствол вдоль пополам. Сделать это можно самым обычным ножом. Наверное, проводить такое со свежими стволами намного удобнее, но мы работаем с тем, что есть. Далее на ленточке немного заостряем концы и теперь приступаем к сгибанию. Мы отсмотрели много инфы с разными технологиями изгибания бамбука, пробовали даже отпарить его, но остановились на нагревании и смачивании ствола водой. Даже с сухими стволами эта технология работает, но малейший перегрев материала приводит к адским трещинам и браку в работе, поэтому его нужно постоянно протирать смоченной тряпкой. Концы загнуты, а большего нам и не надо.
Теперь по-быстрому сварганим крепление для обуви и побежим тестировать. Красота. Повсюду слякоть и грязевые разводы. Сейчас бы на природу, а не вот это вот все. Прикрепляемся и... Так, а где палки-то? А, вот. Спасибо. Теперь можно ехать. Ну что тут сказать, немного модернизировать крепление для ног и бамбуковые лыжи — это вполне рабочий вариант. Так что берите на заметку, пока наша лаборатория это не запатентовала. Знаете, откуда взялось выражение «курить бамбук»? Оно возникло благодаря курильщикам опиума из стран Юго-Восточной Азии. В этом регионе бамбук очень распространен, и из его прямых и жестких стеблей с большим диаметром было удобно и дешево изготавливать трубки. Бамбуковые волокна славятся кучей интересных свойств, одно из которых большая прочность при растяжении. Поэтому мы решили заменить фибру, которую используют для армирования бетона, этими самыми бамбуковыми волокнами. В этом нам снова поможет обычный нож. Так что, оказавшись в бамбуковых зарослях с одним лишь ножичком, вы наверняка без труда сможете сделать себе жилище из этой высочайшей травы. Для эксперимента мы сделали несколько форм одинакового размера. В них мы в последующем зальем раствор цемента с разными наполнителями. В эту мы запихнем цемент с обычной полипропиленовой фиброй, купленной в ближайшем строймагазине. А в эту цемент с нашей самодельной бамбуковой фиброй. Подготавливаем классический цементно-песчаный раствор, постепенно подливаем воду и хорошенько мешаем, пока нас не устроит полученная консистенция. На вкус то, что надо. Но надо разбавить смесь нашей фиброй, поэтому добавляем бамбуковые волокна в смесь и заливаем в первую форму. Вибратора под рукой нет, но в таких объемах достаточно просто постучать формы об пол, дабы раствор равномерно распределился внутри нашей опалубки. Теперь в таком же количестве добавляем полипропиленовую фибру во вторую часть раствора. Очень равномерно, чтобы не испортить блюдо. И по аналогии заливаем вторую форму. Чтобы в будущем все не перепутать, мы подписали, где какие ингредиенты. Спустя 5 дней мы достали наши образцы. Безусловно, полное отверждение произойдет еще не скоро, но у нас не так много времени на просушку между выпусками. Проверять прочность мы будем нашей установкой для краш-тестов. Никаких замудренных формул и расчетов, просто предположим, что наше жилище сделано по технологии этих плиток, и тут в стену влетает что-то тяжелое. Как видите, бамбуковые волокна не дали плитке развалиться на части, но все познается в сравнении. Поэтому берем наш второй образец классической фиброй. Итак, момент истины. Да, мы ожидали от этого образца большего. Конечно, можно докопаться до разной длины волокон в тестируемых образцах, но в любом случае бамбук — это просто трава. А фибра — это распространенный компонент для армирования, который в этот раз явно проиграл природе. Мало кто знает, но все виды бамбука являются родственниками знакомых нам пшеницы, парея и овса, хоть нифига на них и не похожи. Интересно, существует ли бамбуковая мука? Предыдущий тест показался нам незавершенным, поэтому мы решили немного продолжить тему армирования. У нас снова одинаковые формы и 3 вида арматуры – металлическая, стеклопластиковая и бамбуковая. Сейчас свяжем из них сетки и так же как с фиброй зальем раствором. По-шустрому сообразили вязальный крючок из гвоздя и приступили к вязке. Укладываем наши сетки по местам и заливаем раствором. По-хорошему, под сетки надо класть фиксаторы, но мы тут все-таки не здание строим, а занимаемся наукой. Поэтому опустим этот момент и арматуру в бетон. Образцы более-менее просохли, а значит можно снова приступить к краш-тесту. В отличие от проверки фибры, мы подняли наш груз чуть выше, так как арматура заведомо будет прочнее. Первый образец – классическая металлическая арматура. Что ж, недаром эту технологию используют уже очень давно. Как бы плохо не было бетону, арматура со своими задачами полностью справилась, не дав нашей плитке разлететься на куски. Теперь берем нашу стеклопластиковую композитную арматуру. Я из нее даже как-то делал лук. Она, кстати, показала себя более упругой к такому нехилому удару. Ну а теперь берем нашу самую необычную – бамбуковую арматуру. Конечно, это вам не металл и не композит.
Но она тоже, пускай и хуже, справляется со своей задачей. Однако есть один огромный минус. Бамбук внутри плитки начал гнить от влаги. Так что даже учитывая повышение цен на металл, нам все равно его пока не заменить. Даже тем же бамбуком. Иногда почитатели бамбука собираются, чтобы послушать, как эта трава растет. Некоторые виды бамбука растут так быстро, что можно услышать, как шуршит земля, раздвигаемая ростком. Китайцы любят употреблять в пищу весьма диковинные штуки, поэтому и с бамбуком они научились извращаться по полной программе. Как пример, настойка в растущем бамбуке. Запомните, синька чмо, мы проводим данное мероприятие только в целях популяризации науки. Закачиваем в шприц наш традиционный напиток и пытаемся вколоть его в ствол. Да, пытаться пробить бамбук это не манту, ну ничего. Сверлим отверстие и завершаем начатое. «100 мл для данного эксперимента вполне хватит, так что затыкаем пробкой и откладываем, чтобы настоялся. Наша первая настойка готовится не в растущем стволе, а значит нужно подыскать что-то более правдоподобное. И мы вроде как нашли решение – бамбук лаки, или как его еще называют драцена. Уже позже мы узнали, что драцена не имеет ничего общего с бамбуком. Одно растение относится к семейству агавовых, а нужное нам к злаковым. Но было уже поздно, наш фельдшер уже нашпиговал ствол спиртом и отложил настаиваться. Может, у нас получится создать из всего этого настойку? Рецепт гласит, что когда алкоголь настаивается в растении, он смешивается с флавоном и соком бамбука. Эти вещества известны детокс-эффектом и широко используются в китайской медицине. Прошла неделя, и сейчас самое время продегустировать это бамбуковое лекарство. На вид так себе, внутри будто гомункулы какие-то плавают. А че на вкус? Да, такое. А чем нас порадует драцена? Кстати, в отличие от традиционного бамбука, ее ствол не полый. Уже тогда мы что-то заподозрили. Что-то нашему сомелье сегодня не везет. Может, это знак и пора бросить пить? Благодаря бамбуку в мире появился первый фейерверк. По китайским поверьям, для охраны жилья требовалось сжечь кусочки бамбуковых стволов. Растение, попав в костер, начинало трескаться и с шумом взрываться, а искры летели в разные стороны. А теперь давайте используем бамбук, чтобы сделать из него лопасти. Помните наш ветрогенератор? Как видите, он жив-здоров и вполне работает. Ну, если найти ветер. Сможет ли бамбук заменить пластиковые лопасти? Ща проверим. Для начала откручиваем наши старые, вырезанные из канализационной ПВХ трубы, и приступаем к изготовлению новых, бамбуковых. Снова располовиниваем ствол ножом и удаляем с помощью реноватора все мешающие части, вроде прожилок. Половинки снова разделяем. По итогу с одного стебля можно получить 4 лопасти, представляющих из себя четвертинки ствола. Вот и все, осталось прикрутить все на место старых. В этом и огромнейший плюс бамбука, он очень податлив и всегда может помочь в решении любых проблем. Ветра-то в мастерской никогда и не было, а вот зато если приляпать к ветрогенератору контроллер, то получится неплохое подобие вентилятора. Если тебе тоже интересно посмотреть, как эти лопасти сработают на аэроранце, напиши об этом в комментах, мы подумаем над этим. В китайских бамбуковых лесах проживают панды, редкие животные, которые считаются хищниками. Однако основу их рациона составляет бамбук. За одни сутки взрослое животное употребляет примерно 30 килограмм побегов. Мы уже не раз убедились в прочности бамбука. А что если из ствола сделать трубную струбцину? Звучит необычно, а это значит, что можно вновь приступать к работе. Вы когда-нибудь токарили бамбук? Мы вот ни разу. Ощущения прекрасные, резец будто режет пустоту. Чутка передавишь, и заготовка тут же прохудится. Напоминаю, что сейчас нам нужно получить из ствола трубу. Теперь накручиваем недостающие детали, благо здесь можно обойтись без плашки, и приступаем к склеиванию импровизированного щита. Да, опять же, бамбук это не металл, но такая струбцина вполне работает. Да и выглядит такой зажимной механизм куда интереснее, чем обычная стальная труба. А значит, такая технология вполне заслуживает права на жизнь. Во время тяжелейшей войны с Америкой вьетнамцев вдохновлял на борьбу слоган «Бамбук не гнется!».
В Азии бамбук испокон веков использовали в качестве трубопроводов для различных коммуникаций. Канализация, водоснабжение, водостоки, везде, где поможет. А сможет ли бамбук заменить полипропиленовые трубы, из которых, к примеру, у нас в мастерской сделана пневмолиния? Такого они там точно еще не делают. Отпиливаем сабельной пилой заготовку, которая будет представлять собой секцию пневмосистемы. 20-метровую линию собирать я не вижу смысла, но и этого кусочка нам вполне хватит, чтобы проверить, насколько бамбук держит давление. Заранее засовываем отрезок пневмошланга в просверленное отверстие. К нему дальше мы и подключимся. И немного спермоклея для герметичности. Мы неспроста оставили стенки по торцам заготовки. Дело в том, что родная перепонка не так крепка, как сам бамбуковый ствол, поэтому торцы мы зальем эпоксидной смолой. В теплом помещении ЭД-20 схватывается часа за 3, так что вторую сторону мы также залили в этот же день. Прошли сутки, наша секция бамбуковой пневмолинии готова, хотя она скорее похожа на бомбочку из мультика. Ну и ладно, давайте подключаться. В нашей системе сейчас стоит давление в 7 атмосфер, и как видите, бамбук его держит. А что если ударить молоточком? Да, мы, кажется, создали первую в своем роде пневмобамбуковую петарду, мать ее. Эпоксидный торец вообще улетел в сторону, как жопа корсара. У нас есть еще одна заготовочка для дубля. Вы же знаете, как мы любим все взрывать. Ставь лукас, если ты из таких же. Мы за безопасность, так что в этот раз близко не подходим. Походу бамбук почуял неладное и сбежал от нас подальше. Видимо, шланг плоховато приклеился. Не беда, сейчас еще повзрываем. Бамбук очень быстро растет. Некоторые виды могут расти со скоростью около метра в сутки. И этой способностью люди тоже научились пользоваться. Например, в Китае вплоть до 20 века людей казнили при помощи ростков бамбука. Их клали на заранее засеянную бамбуком площадку, и бамбуковая трава постепенно прорастала сквозь тело человека. Жестоко, не правда ли? Мы, конечно, это проверять не будем, да и за нас это уже сделали разрушители мифов. Ну и напоследок мы оставили, пожалуй, самое необычное применение бамбука в электронике. Обугленный бамбук имеет довольно высокое сопротивление, поэтому из него можно сделать нагреватель или даже лампу. Первые массовые лампы производства Томаса Эдисона имели спираль, сделанную как раз таки из тонкого бамбукового волоса. Это была революция, которая и подарила миру такую замечательную вещь, как электрическое освещение. А мы сейчас как раз попытаемся сделать нечто подобное. Да и чтобы шалость удалась, сильно мудрить не придется. Для начала нужна камера для пиролиза. Мы взяли обрезок квадратного профиля и приварили его к толстой проволоке. В эту конструкцию погружаем заготовки из расщепленного бамбука и затыкаем винтом. Винт закрывает отверстие, чтобы внутрь импровизированной камеры не поступал воздух, иначе все просто сгорит нахрен, и мы получим кучку пепла, а не нагреватель. Камеру нужно нагреть. Причем мы смотрели патенты, и нагревать нужно сильно, до 1200 градусов, то есть до белого коленя. Но уже при 800 градусах начинает происходить пиролиз – разложение бамбука на летучие горючие соединения и уголь. Вырывающиеся языки пламени – это как раз пиролизный газ. По технологии греть нужно несколько часов, но для результата хватает и десятка минут. Получившиеся угольные столбики очень хрупкие и ломаются от любого неудачного движения, но тем не менее это уже успех. Бамбук имеет очень длинные и ровные волокна, поэтому его и не крутит, и не ломает, как обычную древесину. Но возникает вопрос, как все это присоединить? Сперва мы думали просто обмотать тонкой стальной проволокой и подключить. Температура плавления стали 1500 градусов, по идее хватит. Мы хз, как там Эдисон крепил бамбуковую нить, мы гуглили, но этой инфы так и не нашли, а потому пошли по пути наименьшего сопротивления. Электричество, сопротивление, ну ты понял. Все лампы того времени требовали вакуума, потому что если пропустить через графит электричество, он просто от нагрева сгорит в воздухе. Вообще, Эдисон был не первым, кто делал лампу на графите. Еще до него существовала лампа Ладыгина, которая использовала специальный вырезанный столбик из ретортного угля. Лампа была разборной, с вакуумным краником, а угольный столбик зажимался клеммами.
Так что конструкция была многоразовой. Но фишка Эдисона была в том, что он создал реально массовую коммерческую лампу, благодаря тому, что нашел подходящий сорт бамбука и придумал, как его использовать в промышленности. А мы тем временем готовы к испытаниям. Сгорели наши проводки, а угольный столбик остался целым. Перемотаем медным проводом потолще. Мы уже это проверяли. Медь плавится, но если ничего не получится, что-нибудь придумаем. Честно сказать, мы несколько раз переснимали. Лампа горит 1 минуту, а потом провода плавятся в точке контакта с углем. Сам уголь прожигается до нужной кондиции и становится адово хрупким. Поэтому под конец мы психанули, взяли крокодильчики и обработали их плоскогубцами, чтобы они не ломали уголек. И вот что вышло. Лампы Эдисона, Ладыгина и еще нескольких изобретателей того времени горели не очень ярко, буквально как свеча. Тем не менее, это было чудо и начало революции в освещении. Хотя через 10 лет снова пришел Ладыгин и говорит: а давайте использовать вольфрам и завивать его в спираль. Еще через 15 лет он перепродает патент General Electric, и они начинают клепать лампы, похожие на современные. Так и ушла эпоха. А у нас расплавились стальные крокодильчики. Одна фирма запустила в производство ноутбуки, корпус которых состоит на 85% из бамбука и на 15% из пластика. Говорят, такие корпуса мегапрочные и даже способны поглощать статическое электричество. Как вы уже поняли, у бамбука просто миллион применений, и видимо это и впрямь самое универсальное растение на земле. Оно сочетает в себе столько крутых характеристик, что можно находить ему новое применение вновь и вновь. И я даже жалею, что в России у нас под окном не растет это чудо-трава. Хотя говорят, что некоторые сорта бамбука выдерживают температуру до минус 20 градусов по Цельсию. На сегодня бамбук у нас закончился, да и пельмешки уже остыли. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если видос тебе понравился. Мы сделаем еще видосов. Спасибо за просмотр, с вами был Даня Крастер и команда Build Not Bombs. Пока. И да, кстати, YouTube грозятся день ото дня закрыть, так что в описании ты найдешь ссылки, где нас можно будет найти ВКонтакте, и канал в Телеграме. Я его достаточно активно стараюсь вести. Вот теперь все, теперь пока. До скорого.